Сегодня в видео педикюр. Поговорим о такой проблеме, как гиперкератоз стопы. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня первичная клиентка пришла на педикюр. В данный момент вы видите уже пяточку после распаривания. Изначально не планировала снимать видео, поэтому одна ножка уже обработана, а вторую вы видите на экране. После водички наношу кератолитик. Я пользуюсь калус ремувером от торговой марки My Nails и заматываю пищевой пленкой. А тем временем приступаю к обработке пальчиков. Пока обрабатываю пальчики, расскажу немного о проблеме гиперкератоза стоп. Гиперкератоз стоп – это чрезмерное ороговение и утолщение кожи в области подошвенной поверхности стоп. Характеризуется огрубением и сухостью, появлением омазолелостей, болезненных и кровоточащих трещин. Причины у такой проблемы могут быть внешние и внутренние. Внешние причины могут быть повышенная и длительная нагрузка на некоторые участки стопы, неправильно подобранная обувь, конституция человека, повышенная масса тела и высокий рост, различные виды деформации стопы, врожденного характера, плоскостопие или косолапость и приобретенные вследствие травм или операций. Внутренними факторами могут быть эндокринные и кожные заболевания, сахарный диабет, например, различные заболевания кожи, псориаз, ихтиоз, врожденные нарушения синтеза кератина. Сочетание сразу нескольких факторов, внешних и внутренних, увеличивает риск образования и прогрессирования гиперкератоза. Например, ношение тесной обуви человеком, страдающим сахарным диабетом, может иметь самые неблагоприятные последствия. Чтобы избежать появления гиперкератоза, важно соблюдать гигиену, правильно подбирать обувь, она должна быть по размеру, не маленькой и не большой. Вовремя делать педикюр, следить за своим здоровьем, особенно гормональным, ухаживать правильно за ногами в домашних условиях. Не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Далее приступаю к обработке стопы. Сначала снимаю верхний ороговевший слой педикюрной жесткой пилкой. Естественно, не просто поглаживаю, а прикладываю усилия. Сейчас многие, да и я в том числе, делаем покупки через интернет, так дешевле. Особенно всякие расходники, насадки для фрезера, гель-лаки. Но есть способ покупать все это еще дешевле. Есть такие кэшбэк-сервисы. Они возвращают часть денег за покупки прямо на банковскую карту. Я обратила внимание на Smarty Sale. Что мне понравилось, просто огромное количество магазинов, в том числе и всеми нами любимый AliExpress. Там и так довольно демократичные цены, а тут еще и возвращают что-то. Можно подобрать себе магазины по категориям или в зависимости от страны, в которой вы живете. Это очень удобно. Кому интересно, ссылочку на этот кэшбэк оставлю в описании к видео. Наношу еще раз ремувер, только на пяточку, и накрываю пленкой. Оставляю еще на минутку. Далее работаю колпачком средней жесткости на форварде. В данный момент аппарат включен на 13 тысяч оборотов. В инструкции к моему кератолитику прописано, что при недостаточном эффекте можно нанести повторно.
Еще раз прохожусь пилкой и аппаратом. В данный момент остается все заполировать. У меня полировщик на 120 грит. Работаю сначала по сухой коже, а затем прохожусь по влажной. На пяточке остались трещины. Их полностью убирать нельзя, чтобы не спровоцировать углубление и появление новых. Нейтрализую кератолитик скрабом для ног, а заодно и просто массажирую ножки. Остается лишь посоветовать клиенту вовремя приходить на педикюр и приобрести специальный уход по данной проблеме. Ну и как обычно, с меня по традиции видео, а с вас подписка, звоночек и лайк. Всем спасибо за просмотр, с вами была Ирина Брилева.